В 2008 году все жители этой страны стали мультимиллиардерами, но вряд ли они были рады этому. Авторитарное правительство страны проводило крайне неэффективные земельные реформы, которые привели к снижению экспорта и международным санкциям. Итогом стала гиперинфляция национальной валюты. Страна эта – Зимбабве. В том году инфляция составила 231 миллион %. И это официальные данные. По оценкам независимых экспертов на декабрь 2008 года она достигла 6,5 тригентиллионов %. Короче, это вот такая цифра с 108 нулями. Валюта настолько быстро падала, что местные жители даже шутили, что утром, чтобы купить хлеб, нужна сумка денег, а вечером уже тачка. Через год зимбабвийский доллар прекратил свое существование. Чтобы понять, почему так произошло, давайте для начала ответим на вопрос, что же такое курс валют? Почему одни валюты считаются сильными, а другие девальвируют настолько сильно, что приходится выпускать валюты номиналом в миллиард, и этого хватает только на буханку хлеба? Кто регулирует стоимость национальных валют и какие факторы влияют на курс? Привет, меня зовут Аль-Мансур, и в этом выпуске я отвечу на эти вопросы. Валютный курс – это стоимость национальной валюты одной страны в валюте другой страны. По сути, каждая валюта, неважно, доллар, евро или тенге, это тот же товар, поэтому здесь действуют те же правила, что и на обычном рынке товаров и услуг. Когда товар пользуется спросом, он дорожает относительно других товаров. Чем больше предложения, тем меньше цена. А также существует два валютных режима – фиксированный и плавающий. Фиксированный – это когда центральный банк страны устанавливает самостоятельно курс. Например, 1 доллар равен 150 тенге, либо ставит верхние и нижние допустимые границы. Недостаток этого режима – это то, что все действия Центробанка страны будут направлены на поддержание объявленного курса. А это, в свою очередь, не дает проводить независимую денежно-кредитную политику. В большинстве стран действует плавающий режим. Плавающий курс определяется за счет множества операций купли-продажи на валютном рынке. Стоимость валюты зависит от торгов в реальном времени, поэтому курс может сильно колебаться, и прогнозировать его может быть непросто. Казахстан после сильной девальвации в 2015 году перешел к свободно плавающему обменному курсу. Поэтому далее в видео мы будем рассматривать именно этот вариант. Итак, что влияет на формирование курса национальной валюты? Первое. Состояние национальной экономики. Насколько привлекательна страна для иностранных инвесторов? На привлекательность влияют такие показатели, как открытость экономики, политическая стабильность, соблюдение прав граждан, защита собственности и развитость судебно-правовой системы, а также стоимость рабочей силы. Для этого государство создает условия для ведения бизнеса, поддерживает международный авторитет и обеспечивает безопасность вкладов инвесторов, то есть делает все, чтобы в страну поступали новые деньги. Второе. Действия центральных банков. Центральные банки могут управлять курсом национальной валюты, покупать и продавать иностранные деньги, манипулировать резервами и проводить операции с государственными ценными бумагами, а также менять ключевую ставку. К примеру, если предложение национальной валюты растет, то происходит инфляция. В таком случае курс тенге падает, что в свою очередь влечет недоверие к валюте, и мало кто захочет держать деньги в тенге. Третье. Так как мы сырьевая страна и нефтегазовый сектор занимает не менее половины нашей экономики, курс тенге очень сильно привязан к цене нефти. Когда нефть дорожает, нефтедобывающие компании продают нефть за рубеж по более высокой цене. В страну поступают новые деньги, а это усиливает курс. Четвертый фактор – это соседство с мировыми лидерами – Россией и Китаем. Наша экономика очень сильно связана с этими государствами, а с Россией мы связаны и культурно. Поэтому все происходящие события в этих странах прямо или косвенно влияют на курс тенге. Конечно, помимо перечисленных факторов, есть множество и других. Однако эти 4 фактора для нашей страны являются основными, которые влияют на динамику цены национальной валюты. Интересно узнать, кто смотрит мои видео. Напишите в комментариях, какой минимальный курс валюты застали вы. И подписывайтесь на канал.